Ребята, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Сегодня с ребятами приехали в Корневский район на поля. Кое-где здесь распашечки присутствуют. Вот будем сегодня бродить. Не переключайтесь, обязательно будет интересно. И досмотрите видео до конца. В конце будет подведен итог розыгрыша, конкурса. В общем, все результаты, все итоги увидите в конце. И мы выявим победителя с вами. Хорошего просмотра. Очень интересная находка, друзья, очень знаковая. Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар 32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Сейчас вы посмотрите, скажете, что он несет, что он такое говорит. А я вам скажу, что это такое. Тут хоть конкурс проводи, угадай, что это. Короче, помните филин у меня, которого генерал помогал восстанавливать? Подставку из африканского тика делал. Так вот, филина я нашел как раз года 3-4 назад, наверное. Вот в этом месте. А вот это недостающая часть от него. Вот они, книжки сбоку. И вот лапа его. Вот она. Недостающая. Прикол. Но все, поздно. Уже у филина новая подставка. Не, ну вы посмотрите только. Надо же такое, да? Бывает. Тогда не нашел, а вот через 4 года случилось. Выкопал пробку. Сначала думал наша. А нет. Посмотрите. Первый раз такую вижу. Никакой пропаганды, друзья, только история. Заметьте, орел такой же, как на пряге юстиции, как я находил. Они же там лесники высоковольтные тоже с такой символикой носили. Да. Прикольно. Следующая находка довольно-таки нехарактерная для поля. Цепочка, причем сначала думал алюминиевая, но нет. Цвет такой, ну и по весу, как серебро. Надо крутануться здесь. Что за браслет или подвеска была? У Лени находка. Колпак. Либо с автомобиля, а может из кареты. Сигареты РБ, помнишь? Да. Мюнхен. Браухаус. Разворотила его. Ну да, похож на колесный колпак. Сигнал. Манерка. Жаль, помятая. Вильберг 14. По Первой мировой, что ли? Ну никакая, исковерканная вся. Очень жаль. Ранее такую не находил. Какой-то сигнал в болотине нащупали. Да, похоже, что-то полукруглое. Смотри, чтоб кикимора не затащила. Вон, вытащили фрагмент утюга восточно-прусского, на углях еще который был. Кораблик это, а не утюг, я настаиваю. Позиций много. Данька вон выкопал что-то типа импровизированной крышки от печки, а под ней сигнал и котелковая крышка.
Сейчас почистим, посмотрим, а вдруг подписная. Достаточно ровная, кстати говоря. Крышка, можно сказать, бодрейшая, за исключением чуть-чуть здесь подгнила. Ну-ка позвони, Данька, там еще в яме дальше продолжается. Скорее всего, наверное, и сам котелок. Вот оно, красное золото. Прям целый поясок в копилку. Ну, вот следующий сигнал у нас с Цезарем. Это основание колеса от обоза, скорее всего. И рядом вот такая интересная, наверное, колпак ступичный своего рода. Смотрите, с декоративными звездами. Как-то так. Это на металлолом у нас пойдет. Вышел на ручей. Сейчас пройдусь по нему. Бабье лето. Все в паутине. Еще пару теплых деньков впереди и настоящая осень по прогнозу. Похоже на землянку. Углубление. Вот вход был. Что-то большой был сигнал. Какие-то ноги. Как подставка от чего-то. С отверстиями подкрепления. Хочется достать, посмотреть, что это. Что за Эйфелева башня вверх ногами? Пока непонятно. Копаем дальше. Быть может, антуражный стол. Как раз по ходу. Вот центр землянки этой. Здесь отверстие. Столешница была, возможно. Тут вот планка посередине на резьбе. А может, стул перевернутый, кто его знает. Медные провода пошли. Короче, надо разрабатывать. Надо разрабатывать земляночку эту или блиндаж, что это было. Наконец-то вытащил. Чугунный стол. Лопнул, к сожалению. При извлечении вот такой вот стоял вот здесь в середине. Сейчас уже можно будет позвонить, посмотреть, что здесь еще вокруг звенит, если звенит. Не, что-то блин, катушка подсаживается, не зарядил. Надо успеть достать. Так, ну что, углубление продолжается. Вот еще провод. Связь, судя по всему, потому что медный проводок. Короче, лист идет с такими жабрами. Очень тяжело копается. Глубина уже, ну, метра полтора, наверное, до него. Это надо приезжать мне с кем-то, с генералом в боеготовности или с ребятами и долбить этот блин. Можно сказать, верховой сигнал. Смотрите, это же наградная планка. На ней даже какая-то материя, структура сохранилась. Дальше
Такая крышка, колпачок с резьбой. На что-то накручивалось. Возможно, от техники. Тут в этих местах, кстати, запчастей очень много. От штуга находили. Всякие детали попадаются. Цинк. Здесь электрика какая-то. Я думаю, это все от того самого штуга. Вот она. Зеленый фенинг, как мы их называем. Парни где-то на сопряженном поле ходят. Интересно, как у них дела. Вот такие куски брони попадаются. Это вот все на месте подрыва штуга этого. Видите, они из нержавейки, вкрапления у них, швы. Весит, я не знаю, такой кусок килограмм 7, наверное, держится. Металлолом. 7,35. Ребята, времени зря не теряли. Поднабрали грибов. Опята, подберезовики. На пожарить хватит. Ребята, переходим к подведению итогов конкурса. Ну что, друзья, вот тот самый предмет из конкурсного видео, который необходимо было отгадать, что за предмет, какова его принадлежность. Сразу скажу, что на 100% не угадал никто. Но я собрал всех, кто был максимально близко к ответу, ну либо наполовину правильно ответил. Получилось 12 человек. И сейчас среди них мы разыграем приз. Ну, посмотрите еще раз внимательно. Ну что это может быть? В одном из видео я показывал уже этот предмет и говорил, что это такое. Ну что, ничего не приходит на ум? Правильный ответ следующий. Это фрагмент обшивки корпуса парусника Крузенштерн. Так как генерал работает на судоремонтном заводе, и они занимались ремонтом, и постоянно занимаются ремонтом Крузенштерна, Седова, Мира. Это парусники, которые постоянно у нас ремонтируются в Калининградской области. И вот на память был взят фрагмент корпуса этого замечательного парусника с богатой историей. Человек и пароход. Иван Федорович Крузенштерн. Так, все думал, как максимально случайным образом выбрать победителя. И ничего на ум не пришло, кроме как, вот есть карты у меня. У нас 12 человек. Здесь я отобрал 12 карт. Вот этот Джокер, это и будет у нас победитель. Сейчас я перетусую карты и начну по одной доставать. Вот там, где Джокер будет, под каким номером он выпадет, под таким, так мы и узнаем, кто победитель. Вот, ребят, я вам показываю, что здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 карт. Выигрышный Джокер у нас. Все, начинаем тасовать. Вот я не вижу как бы ни последнюю карту, никакую. Мы еще сейчас вот так вот все перемешали. И теперь начинаем искать нашего Джокера. Первый нет, второй нет, третий нет. 4-й номер. Пожалуйста, 4-й номер у нас Марина Шохина. Поздравляем, Марину. Вот комментарий Марины. Участвую в конкурсе. Фрагмент от борта брони с крейсера «Аврора». Таких комментариев насчет крейсера «Аврора» было много. Но я сказал, что
никто мне на 100% не написал, что это с Крузенштерна. Поэтому такие комментарии я тоже принимал во внимание и считал их близкими к правильному. Поэтому, Марина, поздравляю вас. Марину прошу оставить комментарии с электронной почтой своей под этим видео. Ну а всем еще раз спасибо большое за просмотр. До новых встреч.